Приветствую вас, дорогие зрители, на канале «Дом среди лавров». Сегодня мы отправимся в путешествие по другому, потаенному Лондону. Не тому, что блистает в путеводителях, а тому, что тихо хранит свои секреты в тени небоскребов. Это не величественное Хайгейтское кладбище, где мы недавно гуляли среди роскошных надгробий и склепов. Нет, наш путь сегодня лежит в другой мир. Мир, где нет ни пышных статуй, ни громких имен. Мы направляемся в район Савок, к месту, что выглядит как сказочный сад, но имеет трагическую историю. Это Crossbones Graveyard, кладбище перекрещенных костей и сад памяти. Это не просто сад. Это место, где история, мистика и современное искусство сплетаются в единую, пронзительную симфонию. Здесь покоятся души 15 тысяч человек, которых общество отвергло при жизни, но чья память оказалась сильнее времени и забвения. Чтобы понять Crossbones, мы должны перенестись в самую суть средневекового Лондона. Место, где оно находится, называлось Liberty of the Cling. Это была особая территория на южном берегу Темзы, где не действовали строгие законы лондонского Сити. Здесь процветали горные дома, таверны, театры и, конечно же, публичные дома. И ими управлял епископ Винчестерский. Да, вы не ослышались. Церковь официально лицензировала бордели и облагала налогом женщин, которых презрительно называли винчестерскими гусынями. Он наживался на их труде, но когда они умирали, им отказывали в праве быть похороненными на освященной земле. Так и возникло Crossbones – место для отверженных. Сюда сбрасывали тела гусынь, а с 18 века оно стало общим кладбищем для бедняков, пауперов, обитателей трущоб района The Mint, Монетный двор. Это был один из самых опасных и перенаселенных районов Лондона, где царили болезни и нищета. К 1853 году, когда кладбище закрыли по причине полной перегруженности, оно стало последним приютом для 15 тысяч душ. Архивы свидетельствуют, что тела здесь хранили в несколько слоев, порой до 10 гробов в одной яме. Это было место, буквально пропитанное человеческой болью и отчаянием. Самое шокирующее подтверждение этой истории пришло в 90-х. Во время строительства новой линии метро Jubilee Line археологи из Музея Лондона начали раскопки. На небольшом участке размером с 2,5 теннисных корта они обнаружили 148 скелетов. И эти находки были ужасающими. Экспертиза показала, что более 70% тел принадлежали детям, большинству из которых не было и 6 лет. Это наглядное свидетельство невероятно высокой детской смертности, царившей в викторианских трущобах. Анализ костей выявил, что похороненные здесь люди страдали от болезней, связанных с крайней бедностью – рахита, туберкулеза, оспы. Некоторые женские скелеты имели признаки сифилиса. Каждая находка рассказывала свою пронзительную историю о жизни, полной лишений. Один из скелетов принадлежал девушке примерно 16 или 19 лет, ростом всего 140 сантиметров, что указывало на недоедание с самого детства. Ученые пришли к выводу, раскопанный участок был лишь малой частью кладбища. По оценкам, здесь покоится до 15 тысяч человек. Немой памятник всем, кого отвергло общество.
Казалось, это место было обречено на забвение. Но в 1996 году произошел поворотный момент. В ночь на 23 ноября писателю Джону Констеблу явилось видение. Это был шаманский опыт, в котором дух средневековой куртизанки, одной из винчестерских гусынь, открыл ему тайную историю кладбища. Она вела Джона сквозь время, а он, повинуясь ее голосу, в полусне записывал строки, которые позже стали частью поэмы. Дух привел его к заброшенным воротам на Ред Кросс Уэй, где зазвучала песня. Тогда Констебл еще не знал, что стоит у врат настоящего кладбища. Лишь позже, исследуя источник своего видения, он обнаружил, что это место было раскопано во время строительства метро. Поэма, написанная в ту ночь, дала началу мистериям Савака, эпическому циклу стихов и пьес. Их постановки в знаменитом глобусе и соборе Савака привлекли внимание к Кроссбоунс. На основе мистерий возник ритуальный спектакль «Хэллоуин Кроссбоунс». С 1998 года каждый Хэллоуин сотни людей с зажженными свечами и песнями приходят к Красным воротам, чтобы почтить память отверженных мертвецов. Так зародилось неофициальное сообщество «Друзья Кроссбоунс». В июне 2004 года традиция обрела новую форму – ежемесячные бдения. Каждого 23 числа в 19:00 у ворот собираются люди всех возрастов и профессий. Ведомые Джоном Констеблом, они обновляют святилище цветами и лентами, участвуя в по-настоящему всеобъемлющем акте поминовения. Эта творческая энергия вдохновила многих, включая охранника Энди Халма, который жил на территории в своем фургоне. Он начал втайне ухаживать за участком, создавая невидимый дикий сад. Энди, которого прозвали невидимым садовником, помог Джону сделать этот сад доступным для ритуалов. В День Святого Георгия в 2007 году друзья Кроссбоунс очистили территорию, посеяли семена, а спустя 2 года тысячи людей пришли, чтобы услышать, как член лондонской ассамблеи Вэл Шоукросс поклялась защитить Кроссбоунс, превратив его в общественный сад и исторический памятник. Так, из мистического видения, поэзии и упорного труда родился сад, ставший символом памяти и исцеления. На рубеже тысячелетий над кладбищем снова нависла угроза застройки, но усилия активистов не пропали даром. В 2008 году вопрос о судьбе Кроссбоунс был поднят в Лондонской ассамблее, а спустя 3 года сам мэр Борис Джонсон публично признал культурную и историческую важность этого места. В 2014 году владельцы земли, компания Transport for London, кратко TfL, предоставила аренду для создания общественного сада. В знак доброй воли ворота святилища были аккуратно перенесены на охраняемую территорию. В 2015 году сад памяти открылся для публики. Это место силы, где тишина и покой контрастируют с суетой мегаполиса. Сад был создан благодаря усилиям волонтеров, которые практиковали так называемое партизанское садоводство. Чтобы не тревожить покой 15 тысяч захоронений, все растения высажены в приподнятые клумбы на новом привозном грунте. Первым актом по созданию сада стало торжественное перезахоронение костей, которые были обнаружены в обломках. Сам сад символичен. Каждая тропинка, каждое дерево напоминает о хрупкости жизни и важности памяти. Здесь нет привычных надгробий, но каждая инсталляция, созданная местными художниками, несет глубокий смысл. Это место, где искусство и духовность соединились с историей, чтобы отдать дань уважения всем отверженным, независимо от их статуса, веры или происхождения.
Сегодня сад открыт для посетителей со среды по пятницу. Он содержится благодаря усилиям волонтеров, которые превратили это место в убежище от шума и хаоса строек. И знаете, это место способно творить чудеса. Ко мне любезно подошла англичанка по имени Пенни, волонтерка, которая рассказала мне всю историю этого места, а потом мы разговорили с ней на целых 2 часа, после того, как она узнала, что я из Санкт-Петербурга. В итоге нас так и закрыли на этом кладбище. Хорошо, что она знала код от замка. А теперь давайте взглянем на главные достопримечательности этого удивительного места. Вход – гусиное крыло. В основе архитектуры входа лежит видение Джона Констебла, в котором гусыня выступает как дух-хранитель, оберегающий своих изгнанных детей. Художник Артур де Моубрей воплотил эту идею в жизнь, создав впечатляющую деревянную конструкцию, которая символизирует гусыню, заботливо укрывающую своим крылом каждого, кто входит в сад. Она служит и укрытием от дождя, и системой сбора воды. Пирамида. В самом сердце сада возвышается загадочная пирамида, созданная невидимым садовником. Одна из ее граней покрыта устричными раковинами с рынка Боро-Маркет. Вплоть до 20 века устрицы были основной пищей для бедных. И эта пирамида – глубокий и трогательный символ, связывающий мертвых и живых через память о повседневной бедности и выживании. Карта вольности. Для постановки «Мистерий Савака» на сцене театра «Глобус» фоном служила огромная карта вольности. В прологе пьесы рабочие, прокладывающие метро, раскапывают кладбище, и из разрыва в холсте вырывается дух гусыни. Эта карта – живой символ, который связывает место, его историю и современное искусство. Ее изображение перенесли на северный забор кладбища, и она напоминает о прошлом, отдавая дань уважения всем, кто здесь покоится. Святилище у Красных ворот. С 31 октября 1998 года каждый Хэллоуин на Кроссбоунс превращается в уникальный ритуал. Церемония завершается шествием к Красным воротам. Здесь зажигают свечи, а ворота украшаются лентами, превращаясь в многогранный, постоянно меняющийся мемориал. В 2014 году ворота переместили на новое место, и они, казалось, парили на фоне небоскреба под названием «Осколок стекла», символически объединяя прошлое и будущее. За украшенными воротами стоит статуя Девы Марии, нежно прижимающей к себе гусыню, образ, который язычники видят как воплощение великой богини. Неподалеку, среди грядок бесконечности, прячется и голова Будды. Это говорит о главном. Crossbones Graveyard – место, где рады всем, независимо от их веры и убеждений. Тихие хранители Мидзуко Дидзо. Когда смотришь на эти цифры, в сердце сжимается. 15 тысяч душ, из которых половина дети. Чтобы дать этим маленьким жизням достойную память, на территории кладбища появились особые хранители. Это статуи, известные как Мидзуко Дидзо. Они пришли к нам из японской традиции, где символизируют души нерожденных или рано умерших детей. Их устанавливают как место для поминальных подношений и молитв.
Глядя на них, ты понимаешь, насколько универсальна человеческая скорбь. Люди приносят сюда цветы, игрушки, записки. Все, что могло бы обрадовать ребенка, но чего не успели дать те, кто покоится здесь. Эти маленькие фигуры напоминают о трагедии, но в то же время дарят надежду. Они символизируют сострадание и веру в то, что души невинных обрели покой и защиту. Это место учит нас, что история – это не только о королях и битвах, но и о самых обычных людях, чьи жизни были полны страданий. Кроссбоунс – это символ сострадания и принятия, место, где прошлое исцеляет настоящее, и где каждый может найти утешение и покой. Это место, где смерть перестает быть концом, а становится началом новой, вечной памяти. Кладбище Кроссбоунс – не мрачное напоминание, а светлый маяк надежды на то, что даже самые забытые души могут обрести покой и вечное место в наших сердцах. Спасибо, что вы были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, слушайте мою музыку и до встречи в следующих выпусках.